На подвижном блоке равномерно поднимает груз массой 50 кг. Какая сила приложена к обойме МН неподвижного блока и к крючку С, к которому привязан конец веревки. Посмотрим силы, которые действуют в этой системе блоков. Для этого можно еще обратиться к такому файлу 004.015, в котором рассмотрены, какие силы могут действовать на неподвижный и подвижный блок. Давайте рассмотрим это более предметно. Так, я его изображу здесь. У нас будет подвижный блок и неподвижный блок. Это точка крепления С, но это получается обойма МН. Это груз массой, который 50 кг. М равно 50 кг. Можем сразу сказать о том, что существует масса есть, значит у нас есть вес P. В данном случае P будет равен mg. Давайте посчитаем, чему он будет равен в данном случае. Это будет 50 кг, это умножится на 9,8 метров за секунду в квадрате. Мы получили 490 кг на метр на секунду в квадрате. Получили 490 ньютон. Вес P равен 490 ньютон. Подвижный блок удерживает этот вес двумя натяжениями своего троса или нити, которые будут равны. Это будет значение Т, обозначение Т. Можем записать о том, что раз это находится в неподвижном состоянии или в равномерном состоянии, можем сказать о том, что 2Т равно чему? Равно P. Отсюда можно определить сразу Т. Т равно P делить на 2 и равно 490 ньютонов делить на 2. Мы получаем 245 ньютонов. Это будет натяжение нити или троса, который удерживает блок, 245 ньютонов. То можем сказать о том, что в точке С сила, которая действует на точку С, Fc можем записать равно Т и равно 245 ньютонов. Давайте рассмотрим, какие силы действуют на неподвижный блок. Действует с одной стороны сила Т, с другой стороны сила Т. Сумма этих двух сил будет равна реакции самой этой оси, которая удерживает вот этих два направления. Это будет реакция. Можем записать о том, что Fmn, сила, которой блок действует на ось, будет равна 2Т или равна 2 умножить на 245 ньютонов. Мы получаем 490 ньютонов. Сила, действующая на неподвижный блок, конкретно на его вот эту обойму, будет равна 2Т или равна 490 ньютонов. В данной задаче подвижный блок уменьшил силу, которая действует для того, чтобы поднимать, а неподвижный блок, поскольку здесь тоже Т, дает возможность поднимать этот груз меньшей силы в 2 раза. Значение Т. Можно и направление поменять ее. Неподвижный блок это дело не допускает. А вот в подвижном блоке должны два каната желательно идти равномерно, параллельно для того, чтобы эти силы были одинаковы.